Друзья, всем привет! С вами канал Volt. Друзья, всем привет! Это Volt Brothers. И с вами Дмитрий Брагин, ведущий сегодняшней рубрики и сегодняшнего видео. Посмотрите сюда, вы наверняка помните этого красавца. Это Street Hunter от Supersock, с которым мы с вами познакомились. Но сегодня тема не этот мотоцикл, сегодня тема другая. Новинка, которую ждали целый год, начиная с 2021. Это новая модель от Supersock, модель TC Wanderer. Посмотрите, какой красавчик. Ну что, ты в прошлый раз топил за спорт. Топил, признавайся? Да. Топил. Ладно. Ну, а теперь что скажешь? Вот когда в твоих руках оказался этот новенький, красивый, кремовый мотоцикл. Я не буду лукавить и скажу честно. Когда я первый раз его увидел, он мне безумно понравился. Но не по внешне, а после того, как я на него сел. Реально. Подкупает мягкость седла. Это то, что хочется в первую очередь отметить. Но насколько оно комфортное, приятное и классное, настолько оно и немного недоделанное, как в прошлой модели TC. Посмотрите сюда. Все та же проблема. Подожди. Ты не рассказывай косяки, мы все-таки же, это моя работа, подожди, ругать, твоя работа защищать. Вот, поэтому ты скажи, вот что теперь тебе больше нравится из вот этих двух? Да, сложно определиться, имея с левой стороны относительно меня такого красавца дорожника и очень крутого городского стрита. Потому что оба байка очень качественно, очень стильно сделаны. Они, почти эталоны стиля. И этот. Для меня лично очень важно, чтобы был стиль и определенная брутальность. Здесь это все есть. Wanderer — это вот то, что нужно. Димка, ты знаешь, что эти два мотоцикла абсолютно одинаковые по своей конструкции? Это уже видно невооруженным взглядом. Я, кстати, тоже это заметил. Ребята, вы посмотрите просто, что у них минимум различий. Вот большинство элементов у них будет абсолютно одинаково. Изгибы рамы, задний маятник, опоры подножек там и многие-многие мелочи. Мы все-таки сделали уже подробный обзор на этот аппарат. Да. И поэтому мы посмотрим с Димой, больше сделаем упор на конкретное отличие именно классической версии TC от TS. То есть Wanderer от Street Hunter. Сейчас мы с вами рассмотрим некоторые отличительные черты у этих двух байков. Идите сюда. Смотрите, перво-наперво изменился рисунок покрышки. Она осталась та же самая. Это пресловутый кардинал. Кортил. Вот. Короче, изменился рисунок. А вот в этой покрышке. На Street Hunter, смотрите, классический Street Hunter'ский рисунок спортов. Также, смотрите, у нас здесь еще есть одно немаловажное отличие. Во-первых, изменился профиль крыла. Он у нас здесь, видите, более агрессивный под спорт сделан. Здесь под классику. И, кстати, это крылышко, которое сейчас на новом Wanderer, мне очень нравится своей формой. Такой минимализм, очень красиво. Раньше у обоих было все одинаково. Помните? Да, была такая история. Также, смотрите, еще какая интересная вещь. У нашего нового рестайлингового TC фонарь не изменился. Покажи. Абсолютно тот же наш родной фонарик. Видите? Вообще никак не изменился. Единственное, что изменилось, это метод его крепления. Смотрите. Вот он. Это уже алюминиевая часть, силикон. Причем она еще выходит вот сюда вот. Видите, и на нее спидометр крепится. А также крепится козырек, вот этот воздушный, помните? Этот бесполезный воздушный козырек, который многие из вас покупают. Ну, здесь тоже есть. А на модели TC
как вы помните, изменилась сама форма фары. Дима ласково называл это как? Не помню. Стал. Как тиранозаврик. Вот, короче, она изменилась, и смотрите, у нее также внутри крепление есть, но сюда нельзя поставить ветровик, ребята. Если на старый ТС можно было поставить ветровик, то на новый нет. Извините, у вас Sport Naked, как это там называется, в общем. Стиль не подразумевает. Ой, жертвы моды. Ладно. А также, смотрите, здесь у нас цифровая панель. Здесь у нас скромный спидометр. Про спидометр я, кстати, вам еще одну фишку покажу попозже. Он теперь показывает 2 батареи, а больше отличий особо нет. Вот. Руль и все остальное осталось таким же, как и на модели TS. Даже, смотрите, и здесь есть у нас USB-шнички, смотрите. И здесь. То есть компания Суперсока позаботилась о нас и не оставит нас в беде, можем заряжаться. Ну а сейчас вам кое-что интересное покажет Дима. Еще один кадр за гаджет. Давай, работай. Давайте вспомним про пластик. Это очень большой плюс компании Суперсока. Посмотрите. Качество, как всегда, идеальное, плавные линии и стрита. У нас есть аэродинамическая крылышко с одной стороны и с другой стороны. В целом, все очень здорово, если бы крышка открывалась немножко по-другому. В прошлом обзоре мне это понравилось и показалось, совершенно каким-то, не особо важным. Сегодня, сев на него и открыв крышку на себя, я понял, что это вообще неудобно. Приехал и, пообщавшись, какую-то вещь хочешь достать, с моими короткими ручками, возможно, это будет невозможно. Но в целом, пластик, как всегда, идеальная, форма прекрасная, плавный, элегантный, не в меру агрессивный. Здесь точно такой же пластик, друзья, точно такой же пластик. Только смотрите, у нас отсутствует аэродинамическое крыло, минимализм во всей своей форме, всего такие же изгибы, и все так же открывается бардачок. Давайте внимательно разберем сиденье. Очень плавные линии, очень похоже стиль выполнения, но если стрит имеет более широкую заднюю, среднюю часть, скажем так, под мощные спортивные ягодицы, то это седло немножко уже, но значительно мягче и толще. Что мы здесь видим? Другой материал, классическая гусеница и стропа. На этом сидении нет. Здесь более современный, более технологичный материал, более широкое седло и отсутствие стропы. Совсем небольшое место для пассажира, но есть ручки, за которые удобно держаться. И это алюминий. Это не пластик. Это фундаментальное крепление алюминиевого элемента, которое не даст свалиться пассажиру. Здесь у нас этого элемента полное отсутствие. Причем Здесь только стропа получается. да, только стропа, больше ничего. Можно за поворотники, наверное, держаться. Да. Причем, смотрите, друзья, форма и угол наклона подрамника совершенно идентичен. То есть рама, по большому счету, настолько унифицирована, что она подходит как к этому мотоциклу, так к этому. Для наглядности мы сейчас уберем сиденье, и вы увидите сами, что подрамник на самом деле совершенно идентичен. Да, только здесь меньше пластика. Видно провода. А здесь есть накладка. Я пока походил, кстати, тут мы с Димой заметили еще одну интересную вещь. Вот здесь у нас есть на спорт-версии вот такая штука. Многим она не нравится, и это совершенно справедливо. Тебе нравится? Вот, правильно. В принципе, ее можно скрутить, смотрите. Здесь даже есть вот винты для нее. И можно, допустим, поставить вместо вот этой вот части, чтобы не брызгала грязь на колесо, вот этот вот хагер, который у нас крепится к маятнику. С обратной стороны, смотрите.
Вот так вот. То есть мы можем сделать наш супер сука TS Street Hunter с таким вот хаггером. Так он будет выглядеть более стильно и агрессивно, но это по моему моду. Совершенно верно. Слушай, ну раз уж мы зашли с пула байков, давайте посмотрим, чем они отличаются здесь. Во-первых, это стоп-сигнал. Ага. Если честно, здесь очень стильный, очень такой хай-течный стоп-сигнал. Но здесь, посмотрите, минимализм во всей красе. Минимальный, стильный, с козырьком и идеальный стоп-сигнал. Раньше он был вот здесь вот где-то на крыле, а теперь он здесь, вот. И они сделали это. Я очень рад. Мне очень нравится этот стоп-сигнал прям. Кстати, вот такую штуку, даже вот этот хвост от ТС, можно, опять же, как я уже говорил, переставить на ТС. И чтобы не быть голословными, мы сейчас включим оба этих байка. Дмитрий. Смотрите. Вот такой вот был стоп-сигнал на модели TS. И вот такой он на модели TC. Красота, ребята. Мне больше нравится классика. Ну, давай посмотрим, как горит. Стопачок. Здесь, кстати, горит только серединка, поэтому мне нравится больше классический. И сейчас мы с вами перейдем к технической части. Всех же вас интересует, как эта штучка поедет. Смотрите, у нас есть мотор здесь и есть мотор здесь. Моторы абсолютно одинаковые. Нам не удалось выяснить с Дмитрием, Bosch это или не Bosch. Короче, Bosch и Bosch. Вот, как вы считаете сами. Мотор по обоих, ребят, 2,5 киловатта. Не могу сказать, неизвестен. На сайте тоже нету. Вот, здесь также наверняка новый контроллер неизвестного типа, ну я так подозреваю, приблизительно 80 амперных минимум, потому что у старых было 60 ампер. Ребята, вы посмотрите на милые мордашки этих мотоциклов. Но в прошлом видео вы заметили, что у модели TS фара изменилась, а вот у модели TC осталась прежней. Красивая такая круглая фара в ретро-стиле. Да. И, кстати, здесь есть еще одно отличие, я имею в виду этих байков. Если мы посмотрим внимательно на приборку, у нас есть батарея B, батарея А будет подсвечена внизу, шкала батареи А будет начинаться с середины и идти вниз, а батарея Б шкала показывает наоборот, от середины и вверх. Кроме этого, мы можем видеть на нашем дисплее на небольшом режиме движения и километраж. Кстати, даже процент батарейки B показывает, что достаточно удобно. Не только шкалой, но еще и циферками, видишь? Вот. Ну и что еще нам осталось показать? Осталось заглянуть сюда, посмотреть емкость для хранения вещей. Без изменения, конечно же, осталась траектория открытия. Да, который дает вам в морду. Но Здесь безизменное ведро и батарея. это аппендицит, который надо вытаскивать каждый раз, да. Да. Слушай, ну ведро вообще не изменилось никак. Оно такое же, как и в той модели. Шлем сюда по-прежнему никакой не запихнуть, кроме велосипедного. Вот. Так что здесь без изменений, собственно, ребят. Ничего абсолютно нового мы не увидим. Вы знаете, ребят, вот мы сейчас сидим и думаю, что еще сказать про эти мотоциклы, а по факту, конечно, сказать нечего, потому что и Street Hunter и Wander — это абсолютно одинаковые модели, просто чуть-чуть отличающиеся пластиком. Слегка чуть-чуть отличающий дизайн. Абсолютно они одинаковые по своей структуре и сути. Просто кто-то, наверное, выберет оболочку спорт, а кто-то предпочтет пластик. Как ты считаешь, Дмитрий? Я с тобой не соглашусь. Для меня эти байки совершенно разные. И в первую очередь, потому что это просто разные стили. Они выполнены в разных стилях. Классическая фара, классическая форма, элегантность, красота. Стремительные линии, агрессивная фара, агрессивный дизайн, другие шины. Это два разных байка.
И мне одинаково они зашли. Ну что ж, тогда наши благородные зрители мы предоставим вам самим право решать, что вам очень нравится, классика или спорт. Ну а мы с Дмитрием с вами прощаемся.